Компания Mercedes-Benz рассекретила концептуальный электроседан EQXX. В самой компании новинку преподносят как самую эффективную модель в истории марки. Четырехместный электромобиль демонстрирует технологические достижения в аэродинамике, производстве батарей и композитных материалов. На одном заряде Vision EQXX способен проехать около 1000 километров, но при этом его аккумулятор на 30% легче, чем у седана EQS, и обладает близкой емкостью. Еще прототип заряжается от солнца, а его бортовая электроника работает под управлением импульсных нейронных сетей. В июле прошлого года марка подтвердила выход прототипа. После несколько раз публиковала тизеры. Теперь же состоялась официальная онлайн-премьера концепта. EQXX — это вовсе не разновидность довольно свежих серийных электромобилей Mercedes EQS или EQE, а полностью оригинальная разработка электромобильного подразделения Mercedes EQ, призванная продемонстрировать направление развития батарейных моделей компании. Первое, что бросается в глаза, это то, что Vision EQXX не похож ни на один из серийных Мерседесов. Обтекаемый кузов с хвостом является отсылкой к концепту IAA 2015 года. Хотя аэродинамическая проработка здесь вышла на иной уровень. Производителем заявлен рекордный коэффициент сопротивления воздуху – 0,17. Например, у серийной модели Mercedes EQS он составляет 0,20. Кстати, про него на канале есть отдельное видео, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого ролика. Такой низкий показатель новинка получила благодаря небольшой площади передка, каплеобразной форме кабины, зауженной на 50 мм задней колее, а также пассивной и активной аэродинамики. Немецкая пресса тут же окрестила Vision EQX электрическим аналогом высокоэффективного дизельного купе Volkswagen XL1 десятилетней давности. Ну а из электромобилей EQX похож на Liftback Light E1 и электрокросс Kia EV6. В компании особо подчеркивают, что EQXX — это не просто фантазия, а ходовой образец, который станут использовать для тестовых заездов с целью доказать 1000-километровый радиус действия. Причем речь идет не о простых испытаниях на полигоне со скоростью 60 км в час, а об испытаниях по европейскому стандарту WLTP. В передний бампер электромобиля встроены заслонки и воздуховоды, снижающие турбулентность в колесных арках и направляющие потоки через капот к подвижным жалюзи охлаждения. На 20-дюймовые кованые магниевые колеса надеты полупрозрачные колпаки, за которыми просматривается рисунок, напоминающий медную обмотку статора электромотора. Шины Bridgestone Turanza Eco имеют сверхнизкое сопротивление качению. Сзади установлен выдвижной диффузор. Он очень легкий и автоматически убирается под кузов при угрозе удара. В основу опытной машины легла платформа MMA с задним расположением электромотора. По габаритам Vision EQXX чуть меньше, чем современный C-класс. Колесная база составляет 2800 мм, а длина 4630 мм. Для уменьшения массы кузов сделан в основном из сверхпрочной стали, но для дверей использован углепластик и стеклопластик с алюминиевыми усилителями. А еще 42 детали выполнены из композитного материала UBQ. Он разработан израильской компанией UBQ Materials. Для его создания использовано вторсырье, при этом получившиеся детали на 15-20% легче традиционных. Массивный задний подрамник, получивший название BioN EQXX, целиком отлит из алюминия и имеет ажурную конструкцию с отверстиями в ненагруженных зонах. По такому же принципу спроектированы и изготовлены опоры стоек передней подвески. Кстати, в самой подвеске использованы композитные пружины, усиленные стекловолокном. Они разработаны совместно с фирмой Rheinmetall Automotive и легче традиционных стальных. Тормозные диски сделаны из алюминиевого сплава. Мерседесовцы работали в тесном сотрудничестве с заводскими командами Формулы-1 и Формулы-Е в течение 18 месяцев, чтобы разработать 204-сильный двигатель, способный потреблять всего 10 кВт-час на 100 км, в то время как большинство современных электрокаров расходует 18-20 кВт-час на 100 км. Полезная емкость аккумуляторов составляет 100 кВт-час, при этом сам блок на 50% меньше и на 30% легче, чем у флагманского EQS. Он весит 495 кг, а масса концепта составляет 1700 кг. Таким образом, КПД электропривода от батареи до колес достигает 95%. Например, у серийных моделей Tesla этот показатель составляет 90-93%. Но главная характеристика в данном случае – это запас хода на одной зарядке.
который составляет 1000 километров. Высокую энергоемкость разработчикам удалось достичь благодаря новым анодам с высоким содержанием кремния. Рабочее напряжение электросистемы составляет 900 вольт против 400 вольт у модели EQS. Это позволило уменьшить сечение и массу силовой проводки. Кроме того, вся управляющая электроника упакована в единый модуль OneBox, который установлен непосредственно на батарее. Также новая батарея меньше нагревается. Это позволило упростить систему терморегулирования. Тепло рассеивается под днищем через корпус батареи. Есть дополнительный теплообменник. А если их эффективности недостаточно, то электроника откроет жалюзи в передней части машины для дополнительного притока воздуха. В крышу Vision EQXX встроены 117 солнечных ячеек. В ясный день они дадут дополнительные 25 километров пробега, так как будут заряжать батарею, к которой подключены вспомогательные потребители, от освещения до климатической установки и медиасистемы. Заряд от солнечной батареи не идет к электромоторам, а накапливается в отдельной литий-железофосфатной батарее. В салоне концепта стоят 4 индивидуальных кресла, разделенные высоким центральным тоннелем. Бесшовный экран на 47,5 дюйма во всю переднюю панель и энергоэффективная мини-LED-подсветка, состоящая из 3000 локальных зон затемнения. В отделке использованы только натуральные материалы, полученные преимущественно из возобновляемых биоматериалов и вторсырья: кактусы, бамбук, грибы, пластиковые бутылки, картон и пищевые отходы. Специально для Vision EQXX Mercedes визуализировал виртуального ассистента в форме звездного облака. В каждом сиденье электрокара появилось по 2 широкополосника с низкочастотным эксайтером, а весь салон поделили на несколько звуковых зон. Бортовая система Vision EQXX работает на программно-аппаратной платформе Akida. Это нейроморфный компьютер, на основе которого построены импульсные нейронные сети. Информация в таких сетях кодируется дискретными импульсами, а энергия потребляется только при их возникновении. В официальном пресс-релизе не сказано, когда Mercedes-Benz Vision EQXX превратится в серийную модель, но представленные новые технологии на серийных Мерседесах стоит ожидать минимум через 2 года. Понравилась ли вам внешность нового концепта EQXX? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.